Привет, друзья! Это Валерий Табаков. Сегодня я хочу поделиться с вами очень личным и глубоким впечатлением. Недавно я полностью просмотрел совместный эфир Фикрата Шабанова и доктора Саймона Циписа под названием «Захват власти над человечеством», который вышел 8 апреля 2026 года. Его длительность около 2 часов, и это один из тех редких материалов, после которого внутри остается не просто информация, а настоящее внутреннее преображение, сдвиг сознания и новое понимание того, что происходит в мире на тонком плане. Кратко о самом эфире. Фикрат и Саймон в своем фирменном стиле разбирают текущие мировые процессы, Ближний Восток, роль глобальных кланов, цифровизацию, эскалацию конфликтов и передел сфер влияния. Но делают это не в привычном политологическом формате, а через призму перехвата управления, как мистического инфернального явления. Это не просто геополитика, это духовная битва высших и низших сил, где за кулисами стоят сущности из параллельных измерений, реинкарнирующие в тела лидеров и целых народов, используя их как временные порталы и сосуды. И вот что меня особенно поразило и почему я решил записать это подробное видео. В эфире представлен совершенно оригинальный подход к политологии. Фикрат предлагает смотреть на власть не как на борьбу партий, экономических интересов или военных блоков, а как на мистический перехват душ. Политические решения, предательство, внезапные повороты курса, резкие смены союзников – все это проявления вселения инфернальных сущностей, которые используют человеческие тела как порталы для материализации своих планов. Это не конспирология в привычном смысле, а настоящая метафизическая политология, где история, карма, квантовые переходы между измерениями и борьба световых кодов становятся главными инструментами анализа. Такой подход позвляет увидеть то, что скрыто от обычного материалистического взгляда. Почему лидеры, которых выбирали с огромной надеждой, вдруг начинают действовать против ожиданий своего народа и своей кармической линии. Особенно ярко этот оригинальный метод раскрывается на примере нескольких ключевых фигур современности. Давайте сначала разберем, как в этом мистическом ключе выглядит Дональд Трамп. В эфире Фикрат подробно останавливается на феномене Трампа, как классическом примере перехвата. Раньше многие в нем видели фигуру, склонную к христианскому евангелизму, человека, который был поддержан консервативными кругами, именно как защитник традиционных ценностей. На тонком плане это выглядело как временное воплощение определенных светлых кодов. Однако в последние годы произошел отчетливый инфернальный перехват. Сущность вошла в его сосуд, и это стало заметно по
по резкому отходу от прежних позиций, смене риторики и тем силам, которые теперь явно используют его как инструмент. Христиане-евангелисты начали отворачиваться от него, потому что почувствовали на интуитивном уровне, что в тело лидера вошла другая, более радикальная и мессианская сущность, ближе к сионистскому мессианизму ультраправого толка. Это не просто политическая конъюнктура, это квантовый переход сущности. Инфернальное тело проникло через портал, созданный ритуалами, финансовыми потоками и особыми договоренностями, и полностью овладело волей. Трамп, которого когда-то воспринимали как своего для определенной части американского общества, теперь служит совсем другим планом. Планом, ведущим к эскалации и большому переделу. В мистическом смысле это ярчайшая иллюстрация того, как даже самые яркие и харизматичные лидеры могут стать временными марионетками высших инфернальных сил, когда их монада ослаблена или когда ритуалы открывают портал для вселения. Фикрат подчеркивает, перехват произошел не внезапно, а постепенно, через цепь событий, которые на физическом плане выглядят как политические решения, а на тонком – как смена хозяина души. Теперь, когда мы понимаем этот механизм на примере Трампа, особенно ярко раскрывается ситуация с Владимиром Зеленским и Украиной. Русскоязычные украинцы, особенно на Юго-Востоке в 2019 году, искренне выбрали Зеленского как своего. Человек, который говорил по-русски, обещал мир, защиту прав русскоязычного населения, децентрализацию и прекращение войны на Донбассе. На тонком плане это был светлый кармический выбор. Люди интуитивно чувствовали древнюю связь со своими корнями, потомками болгар, создателей Великой Болгарии и Киевской Руси как христианских держав. Именно хан Кубрат в VII веке заложил фундамент Великой Болгарии, мощной христианской империи, где свет Христов впервые засиял на этих землях как живой портал единства. Его преемник хан Самбат продолжил эту священную линию, перенес столицу в Киев и превратил его в центр духовного просвещения. Русский язык, на котором говорили эти избиратели, имеет прямое происхождение от староболгарского церковнославянского языка, того самого священного кода, который болгары принесли как световую нить на эти территории. Украиноязычные же граждане Украины, согласно современной официальной доктрине Украины, являются потомками Рюриковичей, которые, начиная с 882 года, оккупировали и перехватили уже существующие болгарские христианские державы. Рюриковичи, несущие в себе энергию северных теней, насильственно наложили свою династию, исказили древние световые коды и запустили цикл кармических предательств. Но вместо защиты прав русскоязычных потомков болгар произошел классический инфернальный перехват. Сущность вошла в сосуд Зеленского и полностью овладела им. Вместо защиты – запрет русского языка, гонение на христиан, милитаризация сознания и превращение всей страны в инструмент разрыва древних болгарских нитей. Это не политическая ошибка и не внешнее давление, это предательство.
на самом глубоком метафизическом уровне. Предательство своих избирателей, русскоязычных потомков болгар. Предательство кармического долга перед предками, ханами Кубратом и Самбатом. Предательство световых кодов, которые болгары принесли на эти земли. Русскоязычные украинцы, как потомки болгар, интуитивно выбрали своего, человека с языком, происходящим от их староболгарского церковнославянского корня, рассчитывая, что он восстановит защиту и вернет утраченную гармонию. Вместо этого сущность, вошедшая в Зеленского, продолжила линию рюриковской оккупации 882 года, предала болгарско-христианские корни и разожгла вражду внутри одного народа, где украиноязычные потомки Рюриковичей оказались по одну сторону баррикад, а русскоязычные потомки болгар по другую. В мистическом ключе это выглядит так. Инфернальная сущность использовала демократические выборы как ритуал призыва. Русскоязычные потомки болгар голосовали за мир и защиту древних световых кодов, а получили войну и разделение, потому что душа лидера была перехвачена. Это кармический урок. Инфернальные силы легко используют демократию как портал, повторяя оккупацию 882 года. Предательство Зеленского усиливает коллективную карму, но одновременно пробуждает сознание. Русскоязычные украинцы, обманутые в своих ожиданиях, начинают видеть истинную природу перехвата и возвращаются к светлым кодам Великой Болгарии и изначальной Киевской Руси. Для полноты картины стоит отметить, что россияне, как таковые, являются потомками уграфинских племен, которых подвергли лингвоциду церковнославянским староболгарским языком и принудительной христианизации. Этот исторический слой лишь подчеркивает, насколько глубоко инфернальные силы работают с языками и идентичностями, как с инструментами перехвата. Друзья, именно этот оригинальный мистический подход Фикрата Шабанова делает его эфир по-настоящему прорывным. Он учит нас смотреть глубже. За каждым политиком, за каждым предательством стоит борьба сущностей за человеческие души. Когда мы понимаем механизм перехвата, мы перестаем быть жертвами и становимся сознательными участниками духовной битвы. Обязательно посмотрите полный эфир по ссылке в описании, а в комментариях напишите, согласны ли вы с таким мистическим взглядом на политику. Видите ли вы перехват в других современных лидерах? Ставьте лайк, если этот разбор был вам близок. Подписывайтесь и делитесь с теми, кто ищет не просто новости, а истину на уровне души. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч на тонком плане. Свет сознания никто не перехватит.